Уважаемые друзья, только что я сделала расклад на английском языке. Я сделала этот расклад на тему, что происходит сейчас с миром. Сейчас в этом видео я вам расскажу, что происходит с этим миром, как нам противостоять темной силы, как нам быть уверенным, что будет дальше, за что держаться, а чего просто не то что избегать, а на что не обращать внимания, можно сказать, да. А здесь вы видите два расклада слева и справа. Конечно, можно выбрать левый и правый расклад, но я вам советую в любом случае смотреть все видео, потому что советы очень важные будут и слева, и справа. Начну с левого расклада, и два старших аркана «Сила» номер 8 и «Императрица» номер 3 говорят о том, что сейчас наша планета переходит на алгоритм женской силы. Что такое женская сила? Это не сила принятия только, ни в коем случае. Женская сила – это сила flexible, это сила гибкая. Это сила карта, да, ваша сила, конечно, ум и тело вместе, но гибкость ума – это все-таки епархия женская, поскольку женское оно гибкое, мужское оно такое брутальное или же такое, которое может легко сломиться, потому что очень твердое, да. Две эти карты говорят, что какого бы пола ни были, не в этом дело, женская сила сейчас вообще на планете побеждает, и это сила гибкости, это сила понятия, что с миром, какой бы он ни был, нужно взаимодействовать, у нас нет другого пути, как взаимодействовать. Но очень мудрая карта «Сила» говорит, что мудро нужно взаимодействовать с миром. Что такое мудрое взаимодействие с миром? На самом деле вам скажут: примите людей, какие они есть. Это неправильно, и это даже опасно. Нельзя людей принимать, то есть нужно знать пространство, да? Пространство на Земле. У нас есть понятие пространства. Человеку надо позволить быть собой, безусловно, потому что вы не можете поменять другого человека. Это бесполезная работа, вы знаете, наверное, сами. Но принять его в свою ауру, да, в свой такой скафандр, в свою ауру, таким, какой он есть, это не просто ошибочно, это смерти подобно, потому что тогда чужая энергетика внедряется и диктует вам, как жить, заставляет вас играть по им правилам. Принять человека, какой он есть, по этим двум картам, это значит позволить ему быть собой, потому что каждый человек на определенном уровне своего путешествия жизненного, но в то же время иметь свое пространство закрытым и встретиться, если вам этот человек интересен, в общем пространстве для какого-то взаимодействия. Конечно, политика – это экономическое взаимодействие. Если кто не знает, есть такое неправильное понимание политики. Говорят, экономически или политически, я слышала. Вы вот как придерживаетесь того или другого. Понимаете, политика 21 века – это и есть экономика, это и есть взаимовыгодные условия между разными людьми, разными странами, разными континентами и так далее. Это и есть политика, экономическое взаимодействие. То есть это ипостасия Венеры, третий аркан. Здесь написано, кстати, The Mother Earth, Мать Земля, это императрица, она об этом как раз. Что теперь уже у нас такое женское взаимодействие между людьми, то есть гибкость в понимании, да, мне нужно это, тебе нужно то. Нам нужно найти, что нас соприкасает, и то, что нас разъединяет, дать друг другу развиваться в свое время. Ну, например, такая страна, как вот там, где сейчас вот захват власти был, вы знаете, я не хочу называть ее, но она на Крайнем Востоке, там, где женщин притесняют, вы знаете, в какой стране я говорю, и они развиваются, они еще в таком, очень темные времена.
им нельзя помочь развиваться скорее. Это только агрессия с нашей стороны, да, например, кто мы такие, чтобы говорить, что мы лучше знаем, что для них хорошо. Они придут к своему пониманию, но со временем у них другой темп развития. Эта карта императрица говорит, что так и все люди, есть молодые души, есть старые души, все люди на своем пути и в свое время у всех. И мы не можем другому человеку сказать, что ему делать, как ему жить и так далее. Точно так же, как другой человек не может нам сказать. Принять человека, каким он есть, в наш скафандр, то есть в нашу ару, это смерти подобно. Этого делать нельзя. Да, нужно принять человека, какой он есть, на общей территории, принять его точку зрения в каком смысле? Для взаимодействия. Если нам это выгодно, если не выгодно, позвольте ему быть, каким он есть, и не взаимодействовать с ним. Это продукт нового времени, когда мы не можем абсолютно внедряться в жизнь другого человека, говорить ему, что для него правда. Каждый человек имеет свою правду. Общая территория только для того, чтобы взаимодействовать по правилам Венеры. Товарно-денежные отношения честные. Мы продаем или покупаем, продаем честно, покупаем честно. В общем, это такое новое время блокчейн-технологий, и оно не за горами. Эти две карты говорят, входите в свою женскую силу, если вы мужчина тоже. И с моим партнером Николаем, мужем, мы говорим много об этом. И он очень сильно изменил свое отношение к женщине, к миру и так далее, потому что он понимает тенденции вот эти. Это не феминизм в воинственном понимании, это феминизм Земли, как гибкость, принятие и так далее. Надеюсь, что да, мужчины должны меняться больше, чем женщины. Женщины, в принципе, должны оставаться собой на самом деле и не бояться проявлять себя. Это время идет, и его не избежать. Мы уже, может, даже опоздали на лет 50. Так что время просыпаться и позволить себе ходить по этой земле с пониманием, вот это я этого себе хочу, но это мое чисто личное, и другие люди, это как вот другие планеты, это даже не планеты, а другие звезды, да, теперь уже мы не можем миксовать так с друг другом, как раньше, потому что у каждого человека свой набор бактерий полезных, которые его иммунитет, у каждого человека свой набор мыслей, предпочтений, эмоций, у каждого человека свое вот это, да, суверенное, мы не имеем права другому человеку говорить, что на самом деле правильно, потому что, кто знает, что правильно, то, что правильно для нас, вот по этим правилам нужно жить и позволить жить другим. В общем, здесь такая вещь. Четверка Пентаклей говорит, что новое время настает, где деньги не будут проблемой. И я знаю, что теперь трудно, теперь переход идет, это блокчейн-технология начинается. Не знаю, как долго, я предполагаю только по картам и как астролог скажу, что в течение 20 лет, скорее всего, будет переход на блокчейн-технологию, когда уже банки не будут держать монополию, и это то, что банки, они доказали, что одни богатеют, другие беднеют. В общем, будет меняться финансовый порядок, но вы в убытке не будете, вы должны это знать. Это меняется на благо бедных, а не богатых, это наверняка. Десятка Пентаклей здесь говорит, что у вас будет очень хорошо все в доме, будет хорошо все с деньгами, вы будете жить счастливо. Это, знаете, радости какие-то, семейные радости, семейные ценности, это достаток в доме, это когда вы не волнуетесь о финансах, когда на все хватает денег. У вас это время непременно настанет, но это не настанет завтра. К этому все идет, но здесь нужно иметь терпение и быть больше оптимистом, потому что если вы боитесь, если вы делаете энергию такую страха и паники, конечно, вы убиваете свой мозг, вы убиваете свою физику, свое тело. Так что дышим глубоко, перестаем бояться. Время оно какое есть, и просто наблюдаем, делаем выводы и поступаем так, как нам велит совесть, сознание, и как нам комфортно прежде всего, да. Здесь тоже карта Шут, старший аркан, еще один, говорит, что да, переход, ничего не будет прежним. Мы не можем уже думать о прежнем 3 измерениях Земли. Люди пробовали много лет учиться на истории. Я
последнее время вижу, что человек не учился на ошибках других. Это невозможно научиться на ошибках других. Какие были страшные войны в XVIII веке, но в XIX веке фашизм, апофеоз, финал. То есть никогда человек не учился на ошибках прошлых веков или прошлых людей. Карта Шут говорит об обнулении нашего времени, что мы должны понять, что на истории не научишься. Каждый человек считал, что он был прав, да, и один прав, другой виноват. Это дорога в никуда. Невозможно взять в новое измерение Земли, где невидимое станет видимым, и оно уже стало в 50 лет и больше. С приходом интернета, с приходом технологий, с приходом того, что мы с вами можем вот так говорить, это же невидимое стало видимым, это уже 4-е измерение. В 4-е измерение нельзя взять опыт 3 предыдущих, поэтому история, если вам просто в кайф, если вы любите это, я же не могу сказать не любите, правильно? Любите, читайте книги по истории, но не делайте выводы относительно будущих времен. Будущие времена, они совершенно другие. И новый цикл, карта Шут, будет новый цикл, в этом новом цикле все будет хорошо, будут семейные ценности сохранены, об этом даже и не волнуйтесь. Это будет сохранено, будет новая финансовая стабильность для людей со средним и низким достатком, а также сила будет, как я сказала, женская преобладать на Земле. Давайте посмотрим теперь с вами вот этот правый расклад, и он тоже очень интересный. Здесь у меня что, смотрите, начинается все с 5 меча, нет, с 9 меча. 9 меча говорит о том, что многие из вас боятся, это естественно, во-первых, да, многие боятся того, что трудные времена, многие боятся за финансы, за работу, за близких, за родных, за то, что происходит сейчас в мире. Это вот такая идет действительно, да, своего рода война, да, все человечество вовлечено, и, к сожалению, так есть. Но нужно видеть, как есть. Не нужно бояться, как есть, а нужно видеть, как есть, и пытаться выжить в это время. 9 меча – это уже последняя карта, 9 – последний номер нумерологии. И говорит о том, что не нужно вообще вам больше заботиться, вы не одни. Даже вот мой канал, смотрите. Это канал, который позволяет вам найти силы в себе, помогает вам. Так что вы не одни. И 8 Пентаклей говорит, занимайтесь тем, что любите, слушайте, смотрите то, что любите. Это ваше время полюбить свою жизнь и найти то, что вы любите, взаимодействовать с тем, что вам интересно, позволить себе, да, в острый момент жить по своим правилам, но, конечно же, не за счет других. 8 Пентаклей говорит, вот открыта дверь для других, но это же ваша, вот этот скафандр, это ваш дом, это ваша аура. И это не то, что вы должны всех приглашать к себе. Если вы хотите взаимодействовать с другими, нужно выйти в общее пространство, а потом вернуться в свое. Свое должно быть свободно от влияния другой энергетики. Этим занимались всегда. Умные женщины, всегда занималась этим эзотерика, астрология, что мы всегда говорили, что нужно помнить о своем суверенитете, да, как в астрологии каждый человек – это суверенная планета. В астрологии 9 планет, кстати, Солнце тоже планета. В астрологии ваш солнечный знак – это не только ваш параметр. И Земля – это вы на Земле. Вы на Земле. Земля вертится вокруг своей оси 24 часа, и вот это вы на Земле. Вы имеете свою Землю, да, пусть 8 миллиардов, но каждый из нас имеет свою Землю. И это нужно знать. И эта звезда внутренняя, это ваша звезда, которая вам позволяет право быть аутентичным, быть собой и найти себя. Многие из нас не имели времени раньше найти себя, потому что в 3 измерениях жесткие очень правила. Сейчас еще не жесткие, потому что переход, но вот когда мы перейдем, будет намного легче. Вам нужно сейчас искать себя, другими словами. 8 Пентаклей – искать себя.
в работе, в профессии, в твоих талантах, в том, как вы любите жить для себя, свое пространство. Я много об этом говорю, что свое пространство, как вы любите в своем доме, как вы любите с домашними общаться, это супер-супер важно сейчас. Вам нужно находить, вот как вы отдельное государство, свои законы создавать. Это время нельзя просто так вот бояться там, прозябать, ну в смысле, что прозябать, ну в страхе жить, а нужно свои законы создавать. Даже прописать их можно. А пятерка меча говорит как раз об этих других людях, что другие люди это всегда препятствие. Астрология всегда об этом говорит, что другой человек это его идеи, это его жизнь, это его предпочтения. И принцип такой, современный принцип взаимодействия. Мне иногда интересно, я иногда на русском языке слушаю другие вещи, и они говорят, вот ваши соображения относительно политики или экономики. Ну, такого нет в наше время. Экономика – это и есть современная политика. То есть то, что нас связывает, взаимодействием экономически, да, продаем, покупаем честно, экономически, а то, что нас не связываем, мы оставляем как есть и даем каждой стране, там, каждому человеку самому себя, развивать свой путь у себя в пространстве. Так что новая политика – это, конечно, экономическая взаимовыгодность. И вот взаимовыгодность, не то, что там другой делает одному favor, то есть делает одному одолжение. Ведь то же самое в межличностном пространстве. Если я сегодня кому-то сделаю одолжение, это человек мой должник, одолжение, да, это уже перекос есть в этом. Никому нельзя делать одолжение, нужно смотреть взаимовыгодное сотрудничество. Я делаю что-то хорошо, потому что я только хорошо могу сделать для другого. Человек делает мне хорошо, потому что только хорошо может делать другого. И так далее. Но если только мне это нужно, этому человеку нужно. Если нам это не нужно, это человеку, его космос вращается независимо от моего, и наши два вот астрологических космоса не соприкасаются вообще. Ну вот так вот пятерка и восьмерка пентаклей как раз об этом, пятерка меча. Пятерка меча предупреждает вас, что другие люди это всегда препятствие, если мы просим от них одолжения нам, тогда, в общем, мы им должники. Так не делайте. Здесь тоже вышли две интересные карты. Рыцарь жезлов говорит, что у вас будут хорошие новости. Вы прекрасно перейдете в новое измерение, нет проблем. Рыцари приносят новости, они меняют жизнь к лучшему. Жезлы восстанавливают силу, энергию и убирают негатив, конечно, выжигают негатив, можно сказать. Рыцарь жезлов – это вы путешествуете по миру, мудро понимая новую землю. Это не то, что там новые законы, там чужие игры, вот эта вся негативщина, которая сейчас идет. Вы знаете, воинственная война вот такая. Еще, по-моему, мать Тереза сказала, что если вы воюете за мир, это вы тоже агрессор. Понимаете? Зачем вот эта паника, негатив, вот это все? Да, время перехода, да, трудное. Все стараются что-то сделать хорошее. Ну, конечно, есть рептилии в нечестных правительствах, есть коррупция в каждой стране, но это совсем другое. Вам нужно развивать свой путь, идти своей дорогой и не бояться того, что да, время перемен, да, оно сложное, да, мы учимся жить вот во времена перехода, во времена турбулентности. Но эти времена закончатся в один прекрасный день, и выиграет тот, кто не паниковал, наверное, и не так дико боялся. Вот. Высшие силы вас любят, это я точно хочу сказать, да, потому что рыцарь жезлов – это именно высшие силы вас любят. А четверка, старший аркан, The Horned God, или же это карта императора. Она говорит, что, смотрите, как интересно, расклад начался с женской энергии. Здесь у нас карта сила, именно в этих картах это The Crown, то есть мудрая женщина, карта сила, мудрая женщина и императрица, третий аркан старший. А заканчивается расклад картой император. То есть, вот видите, инь и янь, женское и мужское. Женская гибкость и мужская, наверное,
тоже сила, которая заключается, наверное, взять на себя ответственность, правда, хотя женская сила тоже берет на себя ответственность, так что я думаю, что чисто алхимически, если женская сила это гибкость, то мужская сила это все-таки твердость, да, в этом плане твердость. Если женская сила как вода гибкая, да, то мужская сила немножко твердая, как, например, огонь твердый, вот где-то так. И я не буду говорить о других вещах, потому что в других вещах женское и мужское совпадает. Мужская твердость и женская гибкость. Именно много гибкости тоже плохо, когда человек такой мягкотелый никакой. И много твердости вообще-то опасно, сломаться можно. А вот именно баланс между этих двух и будет вот той главной энергией, которая нужна будет вам для перехода. Мы уже опоздали на 50 лет. Нам нужно уже сейчас проснуться от этого сна, от этого страха, от этой паники и пробовать вот эту взять силу гибкую и твердую вместе, ту и другую, чтобы повысить наш иммунитет к инородным людям с их идеями, с их мыслями, с их планами. И если их планы расходятся с нашими, ну что ж, мы будем действовать по другому плану, правда, мы будем смелы в этом. И также с их чужеродными всякими бактериями и вирусами и так далее. То есть, ну, все, что инородное, оно может быть опасно, если мы подпустим это слишком близко к себе, да. И кто, как не мы сами, можем себя от этого предохранить. И кто, как мы сами, должны сами себе, никому другому, мы должны не бояться, потому что, еще раз повторяю, страх убивает мозг. Тот, кто боится, он теряет ум, потому что паника и все, человек теряет ум. Страх тоже убивает тело, физическое тело. Тело не может правильно функционировать, если оно боится долго. Бояться можно там 2 минуты и что-то делать начинать. То есть вот эта мужская сила делания твердо и женская сила делания гибко является тем основным звеном, которое поможет вам перейти в это новое измерение. Я бы сказала, 20 лет еще будет вот такая турбулентность, но она будет все лучше и лучше, и я вас не оставлю, я буду всегда вам помогать, и это очень важно, потому что это пространство я держу открытое, чтобы вы могли выговориться, получить для себя помощь, перестать бояться и так далее. Ну вот такой расклад. Кстати, я хочу сказать, что я не говорила ни за какие там коды и ни за что здесь в этом видео. Просто дисклеймер, чтобы мне не писали, что во мне люди разуверились, потому что я не говорила ни за какие коды. И если человек там что-то домыслил, додумал, ну имейте совесть. Не обвиняйте меня в том, чего я абсолютно не говорила. Ну вот так, пишите комментарии, пространство открыто для ваших комментариев. Кстати, кто не знает, я комментарии никогда не удаляю, мне почему-то не пишут плохие комментарии. Пишите всякие комментарии, потому что, я уже не раз, кстати, это говорю, потому что комментарии у меня только хорошие, я не удаляю никаких комментариев, еще раз говорю. И мне будет интересна ваша точка зрения. То есть speak your truth, говорите правду вашу, здесь надежное место это сказать, чтобы обмениваться идеями, информацией также. Я вас люблю, обожаю и буду вас видеть довольно скоро. Всем любви, добра и счастья. Hi everyone. Here is a reading for you, tarot reading on such subject as what's coming in the world, what's coming your way, how to prepare. I'm going to lay a spread for you. It is green tarot. Our earth is green, blue, beautiful, and quite often we don't realize how fragile the earth is. And this tarot is from ancient time, but it talks about the world and us in the world. What's coming, or what to prepare. What is coming your way, what is coming to the world, and where is humanity is going.
I'm going to ask higher power, the universe. I'm going to ask for advice from the universe. I ask you to have a nice relaxed time, because it is not time of fear. No, it's a time of change. It is time of change, but not fear. All right. So let's see what Tarot will say. Here are the cards. What's coming your way? What to expect from the universe, what to expect from higher power, what the future holds for you. You can pick left or right spread if you wish, because you have to do whatever you wish, especially when you relax and watch my video. I am no one to dictate you what to do, but I suggest that you watch entire video. Sometimes some advice very good from the left, some is very good from the right. What to prepare for, what is coming your way. So left and right. Okay, so on the left, a crone. This is card number 8, strength. It called traditionally strength, this card, but in this deck it called a crone, wise woman or a wise person. Prepare. Big changes are coming, big changes. When you have to come to your personal power. There's no other way around. There's no other way. You cannot hide any longer. You cannot pretend nothing is happening. You need to totally forget about fear and come into your personal power and speak your truth. Strength card. Wow, another major arcana. Third card. The third card is the Empress. The Empress. So 2 feminine cards, 2 most important feminine power. And it is a feminine time now, because we all understand the brutality of masculine world if you don't include and distribute evenly between feminine and masculine in a yang, in the whole universe. You see what brutal, angry power did in human history, but it is our history. Third dimension is not interesting anymore. We as humanity never learned from the history and made the same mistake a century and century after. Now it's a time when the world comes to feminine power, to be inclusive, to include feminine power equally. You know, if you watch any movie from 1940, 1930, you will see, let's say, a wedding ceremony, church wedding ceremony or whatever, and it says there, man will say the words, the groom will say the words, love and to cherish, and the woman, the bride, will say the words, love, cherish and obey. So these dark ages are vorbei, like German people say, they are in the past. It's a feminine energy of care, a feminine energy of acceptance of what's good, and totally just, you know, whatever is not good, don't accept. It's a power of human equity. Also, the Empress is all about love. It's all about love, and love for life, love for yourself and for fellow human being. The Empress is about Mother Earth, and the card says Mother Earth. That is feminine, definitely, since it is accepting us and not throwing us out, but trying to cooperate with us.
Two feminine cards, two cards of power of mind, because power of mind is indeed a feminine power, since mind is mind has quality of searching for truth. Mind has quality of flexibility, the true healthy mind, and it's a feminine power of flexibility. It's not a brittle power. No, a brutal power is a muscular power. There is more masculine power. But the mind is definitely a feminine power. Two feminine cards. And prepare, because time came. Time came for you to take yourself rather serious and as well playful. So this combination, this balance between Mother Earth, like lead natural life, eat natural food, earth, walk the earth lightly, be playful, be cheerful, be amazed as nature is very beautiful. At the same time, be strong in what you believe, and don't get scared, because the time now are such that humanity is changing and lots of people are scared. So the quality of energy that is fear is very negative, and it is very harmful for the human body. Don't forget it, and know that fear is not healthy. Four of Pentacles talks about that the humanity now comes to new realization of power of material world, power of finances, healthy finances. Four of Pentacles is stability in finances, so you're not scared that you won't have enough money for tomorrow. You will come to realize that there's no way to be fearful about finances. There are going to be changes in a banking system and a financial system. These changes are coming, and we just have to be sensitive to what is coming. Whatever you are making, your product in your profession, just make it with care to earth, with care for people for whom you deliver the product, and for yourself. So don't overwork, and you will have lots of money. Ten of Pentacles, it's a happy card of a very stable life. Very, very stable life. You're going to have stability. It's a joyful card when you have everything at home that you need. You've got enough food, you've got a comfortable home, and people who are close to you all are doing their share. Everyone is participating, and everyone is enjoying life. It's a happy life, Ten of Pentacles. So I would say that for you, happy times will come. And the most beautiful card, the Green Man, it says here, it's a zero card, is a card for beginner. It's a card for beginner, and you begin new cycle in your life. The earth begins a new cycle, because it's a cycle where we'll see more dimensions than 3 dimensions, and it already started, because internet and all the technology is already on a 4th dimension, right? It's already a dimension that is not visible. So whatever is not visible now, slowly, and it's been like this for the last 50 years really, whatever is not visible, slowly starting to incorporate into everyday life. Like we are talking with each other, that's a dimension of invisible, the 4th dimension. The spread is very strong, because there are 3 major arcana, and the Green Man, it's a power of beginner. You begin new cycle, the earth begins new cycle, and you're going to be amazed because we are heading to a new humanity where people will be more true to ourselves, to themselves, and less aggressive, that's for sure. So congratulations you on a journey, and we are all fellow traveler,
What a beautiful, and maybe for some people it's not that easy this time. I mean, it's a beautiful and at the same time it's a difficult time. However, my channel and we are together supporting each other, and it's not scary if we travel together. That's what I mean. You're going to come to a better situation in your family life and in your finances. This is how easy and summary of this spread. Let's look into the right card. The right card is Nine of Swords. Nine of Swords definitely talks about you having difficult time right now. Some of you probably are crying. Some of you are worrying. What will come? What is going on with us? Why we are now separated from each other? Maybe you're separated from your loved ones that live in another country or such thing, and you are worrying about what will come next. Nothing more difficult than it is, because this is Eight of Pentacles. Just keep working. It's a steady work. It's a continuity of work. The Eight of Pentacles is a very lucky card. It said that just do whatever you can and don't worry about whatever you cannot do, because it's pointless to worry about things that are not under your personal control. The Nine of Swords talks about you maybe worrying that time goes and you cannot maybe travel, or it's difficult to travel. Maybe you are scared about things that's around us. This card says work on whatever you can change and don't worry about things that you cannot change. It's a very healthy, sound advice. Five of Swords, you see, the swords talk about other people that might scare you. Yeah, they might carry disease, let's say. But you know, it's a new time, new technological time now, and we have to adopt and learn that we don't have to be very close to everyone, to people that are not us. We don't have to be very close to people who are different from us, because it's a time of stars. It's a time of cosmic intelligence, because every star in the universe has its own system, right? And stars do not clash. They do not come close to each other. We are all stars, and we have to learn just to live in this new technological era, that other people, they have their own so to speak aura around them, their own bacterial aura, you know, because we are all like 90% bacteria, healthy bacteria, I hope, that helps us to live, that raises our immunity. And every human being has own rules, yes, technological rules, mind, on emotions, and also material rules of material worlds that have negative, positive energy. Yes, everyone has negative energy as well. So we have to respect the boundaries of each other, and if we do, nothing wrong will happen. It's a new life situation where boundaries are very strong, and everyone should guard own boundaries. It's not bad, it's not good, it is as is. And if some people worry too much, they actually lose the ability to fight negative energy or even viruses. So instead of worrying, try to make your boundaries stronger and respect other people's boundaries. That's all you have to do. It's very easy to do. You see here, you work on your projects, you have door open, and yes, you invite other ideas, but also you guard your own boundaries. If you don't guard your own boundaries, then
maybe listen to what card says and start to do it from today on, because this is what is coming new to earth, and we have to respect that in order to stay safe. Knight of Wands, it's a very good card. It talks about good energy coming your way. It talks about maybe good news, because knights bring news, they change things. And Wands is energy. You will get more energy, good immunity, but it's your immunity. You don't want to mess with it. You don't want to challenge it too much by exposure to other people's breath, let's say, or to other people's bacteria, as I said, and other things, other people's thoughts, other people's ideas, other people's emotions. Look what happens in dark ages when we mixed emotions, we mixed everything. The world was so dark and so aggressive, incredibly aggressive. Now everything changes for the better, but these changes are slowly. You might not recognize them right away, but the Knight of Wands talk about you being safe and having good news for your life, travel life, really happy. Whatever lies ahead of you is a very happy, very healthy and balanced life. Don't worry about it. I love this card. The Horned God. I told you as a story many times that when Crusaders came to northern countries, they came in summer, of course, because in winter they were afraid it was too cold. They came in summer and they saw lots of connection with the Horned God. This is masculine power of summer. North countries have 8 main, so to say, parts of creator. It's 4 seasons for feminine power and 4 seasons for masculine power. When Crusader came to northern countries in summer, they saw the Horned God and says, this is devil. You see how dark ages were totally horrible. And they said, this is devil, don't worship. But it's not devil, it's a masculine power of summer. And this is the 4th card, which traditionally is called the Emperor. The Emperor, the conqueror of dark ages, of negative energy, of doubt, the conqueror of wrong aggressive deeds of people who don't understand what's going on, and they are trying to or resist it or to push it too much or to push their will on others and so forth. The Horned God or the Emperor talks about masculine power in your life. Every person has both in the yang. So the right spread tells you, be strong like the Emperor, be conqueror of your own fears, of your own doubts, of your own negative maybe outlook at life, or maybe be conqueror of your own wrong habits, like maybe you like glass of wine every night. I'll tell you, that's maybe interesting and sweet and inviting, but you will pay for it, since the wine will make you a slave. Or maybe you like cigarettes, it's not good for your lungs, and lungs nowadays is number 1. Maybe you like to be negative, to whine about your life. Well, it is wrong habit, because it doesn't bring you nowhere. Just be creative, be 8 of Pentacles, support yourself, be doer, not thinker, warrior, but doer. Do good things for yourself, and the planet will definitely say thank you too. So these are the cards that I picked and in front of your eyes, and I hope they helped you to understand what's going on with you and how to survive in these difficult times.
And how to get stronger, it's a motivation at the same time as a future read. Subscribe to my channel, because here is everything for you. It's my support to you, and be sure that I keep this space open for you so you can really feel safe to feel, to say whatever is on your heart, and also go ahead with your life and find happiness. I will do everything in my power to help you. I will see you soon, and bye for now.